друзья, прибыли мы на выставку Genera. Это выставка, посвященная возобновляемым источникам энергии, новым инновационным технологиям. Пробежимся, посмотрим, я вам расскажу, покажу. Вот уже за кадром забежал в компанию Sonne, или по-немецки Sonne PUV, которые предлагают каркасы для установки солнечных панелей, систем. Очень удобные, интересные. Связался, взял контакты. Вот, иду дальше, смотрю. В общем, тут очень много интересного инвертора. Инверторов очень много на этой выставке. Этим летом, осенью был в Испании сильнейший просто провал из-за ситуации с Тайванем. Вот, к счастью, все разрешилось. Ну и вот на выставке показаны очень интересные экземпляры. Даже если взять, например, вот этот большой промышленный Huawei, по-моему, он на 50 или на 100 киловатт. В любом случае, очень интересное решение. Вот, кстати, одно из самых популярных среди, если брать батареи, аккумуляторы, это Huawei Luna. Luna 2000. Данный экземпляр идет на 10 киловатт, так как здесь два блока. То есть один блок это 5 киловатт. Так, идем дальше. Вот, нашел прямой конкурент Huawei. EPCube. Это система питания, все в одном. То есть здесь и гибридный инвертор, и батарея литиум-феррофосфатная. Вот такие вот есть тоже решения. То есть все в одном. Здесь и инвертор, и батарея. Solis. Компания Saltoki Solar. Солисы вон интересные. Greenhouse. Так, это наши Huawei. Ага, тут еще вон есть вот такие вот. Ну это, я так понял, это просто дистрибьютор. Так, добрались они и до сюда. Вот эти Morris Garage новую свою рыжую машину привезли теперь на Хенеру. Интересно, тот же ли это автомобиль или какой-то другой? Скорее всего, тот же. Podrías pensar, pero no soy nativo. Muy bien. Pues nada, ¿eres instalador? Sí. Vale. Bueno, te explico un poquito. Vale. Nuestra estructura es de aluminio anodizado, color mate. Punto en uno quiere decir que tanto el inversor como la parte de control y las baterías que están integradas en el mismo equipo. No como allá que, bueno, que tendríamos la parte de baterías y arriba solo colocar el inversor. Aquí es un equipo compacto, todo incluido, libre de cables, libre de conexiones. Продолжаем наш экскурс по выставке Genera. Только что сделал небольшую остановку у EPCube. Canadian Solar компания занимается дистрибьюцией здесь по Испании, установкой, дистрибьюцией. Значит, очень интересные решения два в одном, инвертор и батарея, объединенные в одну систему. Такого на выставке я еще не видел, с таким еще не сталкивался. Возможно, где-то такое есть, где-то применяется, но лично для меня это довольно уникальный продукт. Будем смотреть дальше, будем ходить. Вот я, например, вижу уже стенд с солисами, и вообще в основном здесь инвертора, но также присутствуют и солнечные панели. Вот, буду сейчас все смотреть. Где-то здесь еще должна быть черепица, солнечные панели в виде черепицы. Вот тоже интересный продукт, тоже нужно будет ознакомиться. Интересно. Вот представлена здесь такая вот, не сказать, что черепица, скорее это покрытие, не покрытие, а модульно собирающаяся крыша.
Вот так я бы это назвал. Сейчас отойду подальше, тут есть уже собранный пример. Вот там наверху. Тоже сейчас возьму карточки, возьму журнальчики у них. Вот такая вот. Здесь, видимо, нахлёст идет угол верхней панели. Так, вот она получается. Раз, два, три, 4, 24 целлулос, 24 модуля. Вот, есть вот такие вот коричневые. Все примерно один принцип. Все работает по одному принципу. Вот компания с роботом представляет такие вот, в моем понимании, видимо, бюджетные версии, возможно, инверторов, аккумуляторов. Но, скорее всего, это будет дешевле, чем EPCube. Так, возьму-ка я у них буклетик на всякий пожарный, вдруг пригодится. Вот мы подходим к стенду Fronius. Тут же есть автосоляр, небезызвестный. Стенд Fronius. Что-то я тут вижу один только кофе, печенье. Тут открыли инвертор. Ну-ка посмотреть нужно. Fronius Tauro. Интересно. У Fronius карточек не оказалось, к сожалению. Поэтому будем искать что-то другое. О, тут смотрите, тут робот. Я сейчас вам покажу. Покажу вам сейчас робота. О! ¿Qué tal? Так, нашел дистрибьютора BetE Move. Вот такой вот. Значит, есть зарядки Fronius, Victron, Orbius. Ну, наши Wallbox любимые. Вот этот, кстати, тоже, по-моему, на сайте был. Но самое что интересное, это Charge Amps. Такой вот. Ну, тут получается тоже вот на две вот такие вилки. Ага. Ну, все равно интересно. Вот такие вот зарядные станции. Вот такие вот Shin Power. 20-30 киловатт. Интересно. Честно говоря, я немного уже устал снимать. Вот. Это очень тяжелый процесс, чтобы было, короче, более емко. Вот, собственно, вот это батареи, аккумуляторы. Всю информацию я взял на них. И инвертора, зарядки. И вот такие вот. Вся информация у меня в сумке. Но, что самое интересное, тут рядом есть стенд с сун-веками. Тоже батареи. И тоже вот на 3 киловатта, пожалуйста, батарея маленькая, небольшая, для домика какого-нибудь. Вот 5,8, практически 6 киловатт. Батарея. Эти инверторы 5, 10, 15. Эти 3, 5, 7,5. Вот. Конечно, они немного громоздкие. По-моему, Huawei поменьше и потоньше. Но все равно довольно интересные варианты, как альтернатива. Вот, пожалуйста, не успела пройти 3 минуты, как снова инверторы. И где дефицит, интересно? Инверторов тут целая куча. И вот такие даже красивые. И некрасивые. И функциональные, и нефункциональные. В общем, даже такие вот малюсенькие совсем есть. Это что у нас? До 7000 ватт, то есть до 7 киловатт. Ничего себе. Мне кажется, нужно эту тему, конечно, изучить. До 5880. Слушай, интересно, маленький такой инвертор. Но, наверное, он, конечно, с активным охлаждением будет шуметь. Вот это. Вот компания. Выставка огромная просто. Я не знаю, я прошел, наверное, 1,5 зала. Я прошел 9-й, это 10-й. Вот половину 10-го уже практически прошел. Хотя, наверное, треть, если, грубо говоря, честно быть. Тут снимают он репортажи. Ну, не суть. В общем, прошел я 1,5 зала. Это заняло где-то, ну, час, наверное. Еще остался 8-й зал. И
половина вот этого, который я прошел. Но тут, конечно, глаза разбегаются. Я, наверное, очень много еще упустил. Несмотря на то, что я прошел по 9-му залу 4 круга, я, скорее всего, очень многое упустил. Потому что тут очень много, крайне много информации интересной. Так, все, сейчас все так чики возьму. Вот, очень много интересной информации представлено, на которую просто разбегаются глаза. Вот снова инверторы, пожалуйста. Вот каждый переулок новый инвертор. Многие из тех китайцев, которые здесь представляют свои компании, даже не говорят по-английски и по-испански, знают какие-то несколько фраз. Но, однако, это им не мешает. О, какие тут большие всякие крепления. Однако это им не мешает. Однако это им не мешает продавать свой материал, свой продукт, вернее говоря. Вот. Это, собственно, у нас компания, производящая тоже крепежи и элементы крепления. Вот такая вот компания. Вот их. Так, в общем, по курсу в 9-м зале была замечена интересная конструкция. Вот такое вот дерево. Это Microplus, немецкая компания. У них вот такие прозрачные, ну, грубо говоря, прозрачные солнечные панели. Что у них еще здесь представлено? У них представлены тут также инверторы. Так, это у нас... Что это у нас такое? Это мы сейчас скажу, что такое. Наверное, накопительная система. Это система подключения. Признаюсь честно, выставка супер интересная. Однако, несмотря на то, что я даже перевесил сумку с руки на плечо, все равно груз ответственности давит неимоверно сильно. Фух, там все карточки, все контакты, все, что я здесь насобирал. Вот то, что я рассказывал. О, вот он весь ворох. Тут его просто куча. Вот оно. Это все с выставки. Это половина. Это половина выставки. Тут еще половина осталась. Как я с этим справлюсь, я, честно говоря, не представляю. Ну вот у них, конечно, дистанционный вот этот демонстрационный стенд, что они крутят, прикрепляют. Такие вот крепления, собственно говоря. Вот такая компания, которая занимается гибкими панелями. Такие вот гибкие, складные, вернее, гибкие, складные панели, они устанавливаются вот на такую вот интересную конструкцию. И она, собственно, складывается. Вот сейчас продемонстрирую. Это дело гибкое, вот даже по краям гибкое. Для чего это сделано? Это сделано вот как раз, как мы видим по силуэту у EcoFlow здесь на стене. Собственно говоря, это для трейлеров. Вот такая тут схемка. Вот 4800 ватт, 3 киловатта. Можно почти 5 киловатт можно извлечь. Ну, как вот написано, типа Safe Space, то есть вот она гибкая, показана гибкая. Вот она же, опять же, то есть сохраняет место, вырабатывает до 5 киловатт такая система. Ну, вероятно, не прям такая, как та, которая представлена, придется устанавливать несколько модулей, но все же, однако, это вот, если я пробежал уже всю выставку, я спросил, есть ли в 10-м зале еще выставка, оказывается, я уже в 10-м зале, тут путаница немного непонятная, но ничего, мне все объяснили. Значит, тут я прошел уже 8-й, и я прошел уже 10-й зал. Я думал, есть еще один, 3-й, но однако нет. Вот я опять прохожу мимо этого дерева немецкого по улице, ну, зайду еще раз. Тут я все уже исколесил, поэтому к 10-му залу пойду в 8-й. Кстати, единственное, что я не видел, вот это вот, и не заходил в него, это вот Energy Storage. Контейнер de energía.
До 1,2 мегаватт. Ничего себе. Вот такая вот вундервафля. Все контроллерные системы эти. И вот это получается батарейные модули. Все это вот такой вот интересный контейнер. Ну и собственно вот. Это что это у нас? Это у нас инвертор такой сырой или что это? Нет, это гибрид. Это гибридный батарейный storage. Так. Ну, очень интересно. Как раз то, что вот соответствует испанским правилам. Подобные аккумуляторные системы должны находиться в специальных отведенных для этого местах. То есть, если есть склад электроэнергии, то есть battery storage, energy storage, энергетический склад из батарей, он должен находиться либо в специально отведенном помещении, либо в специальном отведенном контейнере с вентиляцией, сухой, ну и, соответственно, с ограничениями от посторонних проникновений и зевак. Вот. Аккумуляторы должны находиться на определенной высоте от пола, от потолка и друг от друга на определенном расстоянии. Ну, естественно, должно быть все это, конечно же, пожаробезопасно. То есть, если с аккумуляторами что-то случится, коротнет, замкнет, протечет, взорвется, все это будет локализовано в одном и том же месте. То есть, в данном случае это стальной контейнер, который не даст распространиться возможному возгоранию или другой химической опасности. Вот. Очень интересное решение. Можно такой контейнер применить для хранения энергии на строительных объектах. Можно также применить на участках дачных, например, на больших фермах, плантациях солнечной энергии, вернее, не на дачных участках, а, то есть, например, как СНТ, СКИФ, то есть, например, как поселок. Есть, допустим, поселок, на каждом доме стоит солнечная панель, и, допустим, поселок этот локализован, то есть у них локализованное питание от своих же источников энергии, то есть они не привязаны к городу, к городской сети. Соответственно, ставятся такие парочки контейнеров, все выработанное электричество идет туда, ночью берется туда. Очень интересная локальная система, можно придумать очень много с такими контейнерами энергии. Вот, тем временем я путешествую по 10-му залу, прохожу в который раз. О, кстати, Solar Block, вот то, что вот мы смотрели. Solar Block, пожалуйста. Пожалуй, возьму у них тоже контакты. Вдруг у них есть что-то интересное, потому что, вот, пожалуйста, типы разные. В Брикомарте были всего пара типов. Тут вот, пожалуйста, тут вот они различные блоки, системы даже для плантаций. Для крыши как раз классно использовать. Вот, все оно имеется здесь.